Она влюблена в тебя? Кто же это? Давай разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика. И новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот чего-чего, а вранья от женщин вы натерпелись в своей жизни вот сполна. Сюда измену можно отнести, сюда просто какие-то такие сказочки про белого бычка от ваших женщин можно отнести, да? То есть у кого-то может ситуация даже повторяться. Вы можете не один раз быть женаты, да, либо отношения были. Но вот что-то подобное, вот какое-то то ли вранье повторяется, то ли измена повторяется от женщин, да? Причем женщины были абсолютно разные. Вот сказать, что вы выбираете в своей жизни одинаковых женщин, ну точно я не могу. Да, какие-то черты, имена могут быть одинаковые, что-то в обличии. Но, в общем-то, каждая абсолютно разная. Но вот четко по одному сценарию то ли изменяют, то ли врут, да, вот что-то такое делает, то, что вас очень сильно тяготит, и, в общем-то, уже как бы ваша такая вера и доверие к женщинам, она подупала. Давайте как раз по этому поводу сделаем маленький опрос. Ребят, напишите в комментариях, были у вас похожие ситуации, да, вот, ну, допустим, одна и та же ситуация с разными женщинами, либо с одной только. Если измена, то измена с одной, если там две жены было, то тоже по одному сценарию, либо еще какие-то, да, обманы. Ну, то есть вы человек, который, в общем-то, наученный горьким опытом, вы уже женщин читаете, наверное, как книжку. Вы вот знакомитесь с женщиной, вы сразу видите, кто чем дышит, кто врунишка, кто, ну, более-менее так искренне. Но бывают случаи, когда вы еще, допустим, вот, к примеру, да, знакомитесь, и вы вроде бы понимаете, что довольно неплохая женщина, но как-то вы ее не можете до конца прочитать, вы не можете понять, а женщины-загадки вас тоже немножко напрягают. Поэтому, знаете, у вас может быть такая ситуация, что особо как-то у вас уже и тяги нет, ну, по поводу личных отношений, по поводу того, чтобы вот жениться еще. Да, у кого-то могут быть романы, да, вы можете все-таки продолжать знакомиться, но вот сказать, что вы тяготеете, прям прыгнуть в этот брак, что вы тяготеете прям, ну вот срочно мне нужна женщина для серьезных отношений. Вы в них разочаровались, вот если коротко, да? Вы разочаровались, поэтому вы уже туда не спешите. Да, бывает грустно, да, бывает одиноко, но вы не хотите опять же наступить на те же грабли под названием вранье, либо же измена. Напишите, ребят, у кого это резонирует. Вы из-за женщин даже, возможно, поменяли свой характер. Вы стали более такой, более жесткий, более сдержанный. Вы стараетесь не показывать свои эмоции, вы не хотите быть уязвимым. Вы уже прощелкали, ну, грубо говоря, да, что когда вы женщинам показываете свои чувства, да, вы показываете, что вы влюблены, женщины начинают как-то этим пользоваться, манипулировать, может быть, да. Поэтому вот вы, может быть, даже стали из-за этого и закрытым. И чтобы теперь вам открыться очередной женщине, да, когда-нибудь, ну, это нужно будет очень сильно и постараться просто вас отогреть. И то не факт, что вы отогреетесь, чтобы, ну так, на 100% показать свое настоящее лицо. У вас довольно неплохая мужская сила. Кстати, частенько у нас сигнификации выпадает. Тестостерончик у вас хороший, ребята. Так что не жалуйтесь, что там Бобик сдох или уже почти сдох. Не-не-не. Он у вас, может быть, заскучал, да, потому что долго не было хозяечки, долго не было женщины, которая могла бы его взбудоражить. Поэтому вот что-что, а вот как любовник вы класснючий. Вы класснючий, но только с женщиной, которая для вас нужная, ценная.
Женщина, которая просто является какая-то там, ну, такая очередная подружка, да, вот если у кого проиграется, вы не будете в нее так вкладываться. Ни эмоциями, ни страстями, ни финансами, ничем. Вам важна душа. Причем вот в выборе женщин теперь вы как-то вот подходите больше, наверное, ну, не без логики. Чувства чувствами, но вы продумываете, даже просчитываете, да. Вот какой-то такой прагматичный подход, да. Если вы хоть как-то просекаете... Сегодня у нас как-то сигнификация, да, вот по поводу личной жизни я смотрю. Ну, видно, это такое самое больное место, как я понимаю. А если вы на момент знакомства, либо там конфетно-букетного периода, хоть чуть-чуть понимаете какую-то корыстность женщины, это все, как говорят, до побачення, телебачення, да? Это женщины, которые изначально обречены, да, вот на провал, если хоть где-то вот она проколется. Вот эти все хорошие актрисы, которые вам встречаются на пути, не дай бог она где-то что-то проколется, свое настоящее лицо, выгодное лицо свое покажет. Ну, здесь сразу нафиг с пляжа, да. Поэтому, ну, здесь такое, знаете, у вас у многих израненное сердечко, израненная душа. Кстати, у кого-то из вас сейчас, может, ребят, поскольку это общий расклад, тоже я это озвучу. Может проиграться, что у вас сейчас есть у кого-то. Кстати, может проиграться две подружки есть параллельно, да? Вы же у меня такие казановы с тестостеронами. Здесь может быть ситуация выбора, у кого-то жена любовница, да, кого выбрать, уйти или остаться, причем ситуация обмана, обманываете обеих, когда обеих, правильно, да. Вот, либо же ситуация выбора, остаться с женой и уйти к любовнице, тоже, ребят, напишите, у кого резонирует, ну, либо же, да, у кого-то две подружки могут, абсолютно разные, но с характером, дамы с характером. Ну и дамы, конечно, не без выгоды. Вот если сейчас, вот вы, ну я имею в виду длительные отношения, я не про новые, не про те, в которые вы только вступаете, да, не пугайтесь, а то сейчас побросаете всех своих девчонок. Нет, ребят, я вот именно про те, которые уже какой-то период у вас есть. Там не без выгоды, ну и там дама такая с характером, конечно. Плюс между вами тоже может проиграться вранье, поэтому помониторьте, включайте свою интуицию. Ну и действуйте уже согласно своих ощущений. Итак, давайте-ка смотреть, какая же женщина влюблена в вас. Давайте. Ох, как вы закрываетесь от женщин. Ну что же вы так закрываетесь? Смотрите, мне четко показано, опять такое, как продолжение сигнификации. Ну, похоже, это очень больная тема, ребят, раз нам Таро это говорит. Ну уж простите, слушайте, кому не нужно, пролистываем. Смотрите, опять мне показано, у кого-то очень больная тема вот именно женских манипуляций. У кого-то может проиграться даже колдовство женское, да, то есть вам пытались сделать порчу, привороты, отвороты, вот эта вся фигня, да. Поэтому вот кто-то из вас точно, вот даже сейчас вы пытаетесь заблочить информацию, вы пытаетесь мне заблочить расклад, ну чисто энергетически. Мы-то вас вскроем сейчас, это без проблем. Но тем не менее вы не хотите, кто-то, да, я вот делаю акцент, кто-то из вас очень сильно закрывается от женщин, от всего мира, да, вот никого не хочу, ничего не хочу, ну, такое тотальное разочарование. Ну, давайте смотреть все-таки, ребят, кто в вас тайно влюблен, ну, вы категорически не хотите, вот кто-то, да, категорически не хотите больше никаких женщин, потому что достали, вот достали. Смотрите, есть в вашем окружении женщина, на которую вы, скорее всего, ничего такого вот лямурного, гламурного точно не подумаете, потому что она держится, она держит марку, она такая вот может казаться даже высокомерная, она может иметь непростой характер. Могут у кого-то проиграться, что у вас были с ней, ну, такие по типу конфликтных ситуаций, да. Но эта женщина тайно в вас влюблена.
Она не знает, каким образом вам это показать, потому что если у вас еще и конфликт с ней проиграется, ну здесь вообще трындец для нее, она не знает, на какой козе к вам подъехать и вообще как с вами сблизиться, потому что кто-то из вас может точно быть с ней в ссоре. Это не бывшая, ребята, не путайте, там в обморок не падайте. Давайте посмотрим, как вы с ней можете пересекаться. Что еще я хочу уточнить? Ну, однозначно, вы знаете эту женщину. Ха-ха, ребят, я в шоке. Сейчас и вы будете в шоке. Знаете, у кого-то может проиграться, что все-таки это бывшая. Потому что показана женщина, с которой вы сейчас не в отношениях, с которой были тяжелые такие конфликтные разборки, с которой были разводы, такие расходы довольно тяжелые, и с которой может проиграться есть ребеночек. Поэтому, ну, здесь такая двоякая ситуация, вы уж как-то переворачиваете под себя, потому что это общий расклад. Ну вот если это проиграется бывшая, то здесь мне показано, что только после того, как вы расстались. Ну, понятно, это не тогда, когда вы там 100 лет назад расстались. Ну так, относительно недавно. Вот только после того, как вы расстались, вот она оценила все прелести того, что вы для нее делали. Вот только тогда она обалдела и поняла, боже мой, какого же мужичка я потеряла, да. А теперь осталась больная, с психическим диагнозом, ну уж простите, говорю то, что вижу. У кого-то может проиграться, что там еще есть и по гинекологии, может быть, даже какой-то букетик она где-то подцепила, да, тоже может проиграться. Женщина осталась одинокая, все проблемы мира на нее свалились, ну, по крайней мере, она так чувствует. То есть никому не нужна. Живет исключительно прошлым, живет воспоминаниями, и прежде всего это воспоминания, конечно, о том, как вы ее любили, как вы кружили, а она такая, раз такая, это не оценила и осталась теперь ни с чем. Ну, как старуха из сказки, да, осталась у разбитого корыта. Ох, сколько вы в нее ресурсов вкладывали, ребят. Ну, блин, ну честно, ну вы так в нее вкладывались, что, мне кажется, даже кто-то из вас, ну, то ли вы одалживали деньги, да, потому что на что-то могло не хватать, но нужно же любимую порадовать, да, в таком плане. Может, кто-то ради нее подработки брал, тянул 2-3 работы, да, особенно болезненно, когда ты вкладываешься, а это не ценится. Поэтому, мои хорошие, чтобы вы знали, вот ваша бывшая, она, опять же, делаю акцент, что не у всех бывшая проиграется. Сейчас мы посмотрим на новую, да, поскольку у нас так очень ярко выпала бывшая, мы сейчас закончим с бывшей и приступим к другой женщине. Очень такая, знаете, она осталась бедная, несчастная. Но тайно влюбленная в вас и тайно, ну вы гляньте, как же она убивается, бедная, что она потеряла такого любящего мужчину. И только сейчас она поняла, вот, что на самом деле вот, уже ни с кем так хорошо, как с вами не будет. Да? Никто ее так любить и кружить не будет. Сама виновата, вот, потеряла самого императора, то есть вы для нее, да, вот мужчина с большой буквы. Вы человек, который у кого-то даже проиграется, как будто вы из грязи ее какой-то, ну, грубо говоря, вытянули, да. Даже, может быть, вы ее приучили, там, не знаю, к чистоте, к какой-то чистоплотности, к вернее, ну, к хозяйству, да, скажем так, да. Она могла не уметь ни кушать, ни готовить, ничего. Ну, то есть вы ее слепили, да, из Золушки сделали принцессу, королевишну. Но она этого не оценила, поэтому осталась влюбленная, но на расстоянии, да, звезда это у нас то, что очень далеко. То есть, ребят, это просто, да, я вам сказала, что чтобы вы знали, что бывшая тоже в вас влюблена. Ну и по поводу этой женщины, да, о которой мы начинали, но бывшая у нас выпрыгнула просто, да. Вся такая со своими бедами, страданиями, переживаниями, ну я просто не могла ее оставить на потом. Смотрите, эта женщина, вот, о которой мы начинали, это тоже вхоже в ваш круг общения, как я уже говорила, да, с ней могут быть конфликты, терки, либо же просто она такая склочная, конфликтная, но вот она влюблена в вас. Держит марку, боже, за 7 печатями держит свои чувства. Очень боится
Но здесь опять же это привет из прошлого. Она тоже, знаете, вот ситуации, когда и хочется, и колется. То есть, как мужчина, вы безумно привлекательны, вы интересны, но она боится повторения той боли, которая когда-то была. Да, она была замужняя, у нее был дом, полная чаша, но не сложилось, как говорится, да. Влюбленная тайна может за вами подслеживать, подсматривать в соцсетях, там из-за угла, как угодно, знаете. Но это женщина, которая любит тихо, тайно, мечтает, думает, но почему-то вот она уверена, что ну, вряд ли вы на нее взглянете. Тем более, если вот проиграется, что вы с ней еще и в конфликте, да, ну, то есть вы знаете ее характер, да, вы знаете, какая она, что вы на нее, ну, не глянете даже. Поэтому она такая очень и очень разочарованная. Давайте сейчас в двух словах еще мне хочется посмотреть. Вдруг что-то все-таки может получиться. Есть ли шанс, что все-таки что-то может получиться у вас? Вряд ли. Смотрите, у кого-то может проиграться с ней короткий романчик. Но на что-то серьезное нет. Во-первых, она не по вкусу вам, да, она, женщина не в вашем вкусе. То, что она влюблена, это уже, как говорится, ее проблема, да, я не заставляла ее любить. Но скорее нет, вот она останется в расстроенных чувствах, она может к вам позаигрывать, она может, если вы в ссоре были, как-то подлезть, там помириться, да, просто чтобы быть к вам ближе, чтобы больше, ну так, наслаждаться вашим общением хотя бы так. Но чувства не покажет ни в коем случае. Вот страх, что вы ее отвергнете, да, если она проявится. Вот она не хочет быть уязвимой в ваших глазах. Вот, ну, это такое внутренняя история. Поэтому, конечно же, она останется очень такая расстроенная, разочарованная. Вы можете остаться кто-то как друзья общаться. Но, тем не менее, знаете, вы для нее вот какой-то эталон мужчины. У кого-то это внешний эталон, у кого-то, да, вот просто как человек, и ваши качества нравятся. У кого-то, кстати, ребят, может проиграться, что эта женщина по работе как-то с вами связана. Но, тем не менее, вот она останется, ну, сама по себе, скажем так, да. То есть у кого-то короткий роман может проиграться, может быть, даже уже был, а потом вы разругались. Но это совершенно не про семью. Нет, она останется с разбитым сердцем, то есть она не проявится, а вы, ну, скорее всего, ее как женщину не заметите, потому что, как я уже сказала, ну, она не в вашем вкусе. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!